Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео мы уделим собственным вещам и поговорим о том, какие же вещи нельзя одалживать. И одолжив именно эти вещи, вы можете потерять свое благополучие, свое счастье и удачу. Обязательно досмотрите это видео до конца, и вы узнаете много полезной, важной и нужной информации для себя. А прямо сейчас подпишитесь на канал Эзотерика для тебя, ставьте лайк этому видео, обязательно поделитесь этим видео с теми, кому вы знаете, что это видео и эта информация будет полезна. А прямо сейчас в комментариях под этим видео напишите следующую волшебную фразу: «Я принимаю дары и подарки Вселенной. Я делаю все с радостью и легкостью. Истина, да будет так». Вы знаете, есть определенный список вещей, которые запрещено одалживать, даже если вас об этом очень и очень просят. И даже если тот, кто просит вас, является вашим близким другом или даже родственником. И дело не в том, что вам их больше не вернут, сломают или потеряют. Просто дело в том, что согласно народным приметам, вместе с такими вещами можно легко лишиться вашей энергии и удачи. Поэтому используйте, пожалуйста, мудрость предков, чтобы не навлечь на себя неприятности, и поэтому лучше не одалживайте эти вещи никогда. Что же это за вещи? Во-первых, соль. Многие народные приметы связаны именно с солью. И вы знаете, это неспроста. Соль считается сильнейшим энергетическим элементом. Она имеет огромную энергетическую силу и способна влиять на судьбу. Одалживая соль, а затем, когда вам ее возвращают обратно, вы можете потерять удачу. Соль впитывает в себя энергетику находящегося рядом человека. И если она у него не очень хорошая, отдавая вам соль, такой человек отдает вам и свой негатив. Также считается, что передавая соль из своего дома в чужие руки, вы отдаете энергетику дома, опустошаете его, а взамен получаете негатив и неприятности с чужого дома. Если у вас нет возможности отказать в просьбе, например, отсыпать продукт в долг, то поставьте пачку соли на стол, и пускай человек самостоятельно отделит вот то необходимое ему количество соли, а вы должны подарить ее. Только обязательно скажите, что отдавать не нужно, и ни в коем случае не берите обратно, ни под каким предлогом. Далее посуда. Столовая посуда – это не только семейные вещи, которые заряжены и хранят в себе энергетику вашего дома, а возможно и вашего рода. Поэтому дать их в использование другим – это все равно, что поделиться энергией своего дома. И одолжив посуду, вы не только нарушите энергетику дома, но и навлечете на себя череду неприятностей, отдав поток энергии, предназначенный вам самим. Еще с давних времен давать посуду в долг означало отдавать свое семейное счастье другому человеку. У вас в доме появятся неудачи, конфликты, ссоры, скандалы. Поэтому, если у вас просят одолжить посуду, лучше отказать в такой просьбе. Но если вы уже поделились посудой, то попросите не возвращать ее пустой. Пусть вам в нее положат хотя бы конфету, и обязательно промойте ее всю под проточной водой. Следующее, что нельзя никому давать, это веник. Этот предмет нашего быта не должен покидать ваш дом, потому что это защита вашей семьи и вашего дома. Передав его в чужие руки, вы лишаете свой дом защиты. И веник выполняет здесь функцию очищения дома, а также отвечает за ваше финансовое благополучие. Поэтому, одалживая веник, вы подвергаете себя и свою семью череде неудач. Также не стоит позволять подметать полы в вашем доме людям, которые в нем не живут. Веник можно отдавать, только если вам он не нужен и вы готовы его выкинуть.
Далее украшения. Металлы, драгоценные камни и бижутерия сильно впитывают энергию хозяина и информацию о нем, а также подпитывают энергетическое поле человека, который носит эти вещи. И вещи, вот именно эти украшения, они не любят сами по себе смены владельцев. Поэтому, если вы одалживаете кому-то свои украшения, то помните, что вы сами своими руками делитесь своим счастьем, благополучием и удачей. Также плохо и даже опасно покупать для себя старинные украшения, которые имеют какие-то загадочные истории, которые были связаны с их владельцами, или украшения о хозяевах, которых вы абсолютно ничего не знаете. Некоторые из них даже способны навлечь на вас всевозможные несчастья, неурядицы в финансах и в вашей личной жизни. И у вас все может пойти наперекосяк. Поэтому, чтобы потом не думать, почему у вас перемены, и эти перемены не в лучшую сторону, в просьбе одолжить украшения нужно сразу отказать. Далее деньги. И здесь мы не говорим о том, что нельзя одалживать деньги вообще. А нельзя одалживать в конкретные дни, так как если вы одолжите деньги в неправильный день, они уйдут от вас, и вы никогда их не вернете. Деньги нельзя одалживать даже самым близким родственникам перед Новым годом, в ваш день рождения, в религиозные великие праздники, также когда убывающая луна и после захода солнца. Если вы одолжите деньги в эти периоды, вас это приведет в будущем к денежным проблемам. Поэтому категорически не нужно давать взаймы, если у вас остались особенно последние деньги, так как этим вы покажете деньгам, что не нуждаетесь в них, и в результате чего вы можете распрощаться со своей финансовой стабильностью и удачей. Далее, что ни в коем случае не нужно давать, это последний кусок хлеба. Делиться хлебом можно и, знаете, даже нужно, но существуют определенные правила, которые стоит придерживаться. Есть даже традиция с хлебом и солью встречать почетных гостей. И некоторые религии учат делиться хлебом даже с врагом. Однако никогда нельзя отдавать именно последний кусок хлеба. Отдав его, вы привлечете в дом безденежье, лишитесь удачи, успехов и благополучия. Когда голодный человек просит у вас хлеб, обязательно отделите ему кусок. Но, пожалуйста, не отдавайте весь. Хлеб нельзя давать и через порог, и после захода солнца, потому что это приведет к разочарованиям и неудачам. Последний кусок хлеба всегда должен оставаться в вашем доме, только для вас и тех, кто с вами живет. Друзья, вы должны понимать, что давая личные вещи в долг, вы рискуете поделиться с другим человеком, даже самым близким и добродушным, частью вашей энергетики. Отдать из дома достаток и благополучие. Поэтому, пожалуйста, лучше не рискуйте и не одалживайте, если у вас нет уверенности, стоит ли этот человек, чтобы рисковать именно своим благополучием. Подумайте 100 тысяч раз перед тем, как осуществить этот ритуал или эту практику по отношению к своим личным вещам и предметам. Друзья, прямо сейчас вы видите на экране прямоугольники. Это видео. Обязательно переходите на одно из них и смотрите. Достаточно много полезной, важной и нужной информации в следующем видео. Приятного просмотра!